Первая церковь была настолько же терпима к лжеучениям, насколько сегодняшняя церковь терпима к ним, то, наверное, первая церковь так бы и не выжила. And in fact, it seems at several times during church history that you see examples of leaders who had to stand against almost everyone else in order to speak out against error. И если мы посмотрим на историю церкви, то бывают случаи, когда тот или иной лидер выступал на стороне истины, практически сражаясь со всеми остальными людьми. You see that, for example, with Paul and the Judaizers. Например, Павел и иудействующие. He was the only disciple that really saw the problem clearly. Павел был одним из единственных учеников, который четко и ясно осознал эту проблему. And in Galatians 2, you see it actually set him against Peter in a public way at one point. В Галатам 2 главе мы читаем о том, как это способствовало тому, что между ним и Петром возник публичный конфликт. Though, as we saw earlier, Peter took Paul's side in Acts 15 at the Jerusalem Council. Хотя, несмотря на это, мы с вами отметили, что в 15 главе Деяний Петр стал на сторону Павла. He was like most of us. We grow weary of the conflict. Но, возможно, он был похож на нас с вами, потому что мы иногда устаем от конфликта. And in the incident Paul describes in Galatians 2, Peter compromised, not because his convictions changed, but because he was weary of the battle and he just did it for the sake of peace. И тот конфликт, который описывает Павел во 2 главе, я думаю, что смело можно сказать, что Петр пошел на компромисс не потому, что его убеждения изменились, а потому, что он устал от этих спорей и распр и просто сделал так, чтобы был мир. But it was the wrong thing for Peter to do. Но Петр поступил неправильно. And it put Paul in a position where he had to stand against Peter publicly. И это поставило Павла в такую ситуацию, когда он должен был публично обличить его. We see another example of this in the 4th century. В 4 столетии мы видим еще один пример подобного поведения одного человека. There came a time when almost every person in the church, including all the church leaders, compromised with serious false teaching. Было время в истории церкви, когда практически все верующие, все епископы пошли на серьезный компромисс с ересью. And only one very vocal and determined church leader fought against the trend. И только один епископ, один руководитель церкви продолжал настойчиво бороться против этой ереси. And his name was Athanasius. И его звали Афанасий. If it weren't for Athanasius, we'd all be Jehovah's Witnesses today. Если бы не Афанасий, то все бы мы с вами были свидетели Иеговы сегодня. Error is most deadly when it masquerades as truth. И самая опасная ересь всегда маскируется под истину. And the most deadly kind of heresy is a subtle deviation that sort of creeps in quietly from inside the church wearing an angelic face. Самая смертоносная ересь всегда тихонько вкрадывается в церковь, замаскировавшись под нечто христианское и ангельское. In 1 Corinthians 11, Paul says Satan disguises himself as an angel of light. В 1 Коринфянам 11 главе Павел говорит о том, что сатана маскируется под ангела света. And Paul says, so do his servants. И Павел говорит о том, что также и его слуги, including teachers of heresy. включая лжеучителей и еретиков. And that is how the heresy of Arianism made its way into the church. Итак, арианство попало в церковь. It arose from within. Оно как бы вышло из церкви. It spread by quiet infiltration. Распространялось благодаря тихому такому внедрению. It gained strength because of the personal charisma of certain false teachers. Оно укреплялось благодаря харизматичности некоторых лжеучителей. It took advantage of a climate of tolerance. Также оно воспользовалось тем климатом терпимости, который возник. And it practically permeated the church before anyone rose up to oppose it. И фактически оно захлестнуло церковь, прежде чем кто-либо успел встать и воспротивиться этому лжеучению. That is Satan's favorite tactic, to disguise himself as an emissary of light. И это любимая тактика сатаны, когда он маскируется под представителя света. Now, one of the first principles of discernment is this. Одним из главных и первых принципов
духа развлечения, ну, если вы понимаете, о чем я говорю, просто, ну, способности различать между истиной и заблуждением. Popularity is no proof of God's blessing. Это то, что популярность не является доказательством Божьего благословения. And in fact, the opposite may be true. И, как правило, это совсем наоборот. The more popular a movement becomes, the more it needs careful biblical scrutiny. Чем более популярным становится движение, тем больше его нужно исследовать на основании Писания. Now, I made these contrasts between the legalism of the Judaizers and the Gnostics. Мы с вами сделали контраст между легализмом иудействующих и мистицизмом гностиков. The Judaizers watered down biblical truth with Old Testament Judaism. Иудействующие разбавляли Евангелие при помощи закона. The Gnostics watered it down with paganism. Гностики разбавляли христианство при помощи языческой философии. The Judaizers were too eager to hold on to the past. Иудействующие, они не могли отпустить прошлое. The Gnostics were eager to let go of the past. Гностики были рады порвать с прошлым. Judaizers were legalists. Как я уже сказал, иудействующие были легалистами. The Gnostics tended to be antinomians. Гностики были антиномианами. So these two groups were practically opposites. Они практически эти две группы, они были противоположны друг другу. But the Judaizers and the Gnostics had this in common. Но что было общего между иудействующими и гностиками? They corrupted the gospel. Они извратили Евангелие. They made salvation contingent on something that the sinner does rather than what God does on our behalf. Они сделали так, что человек спасается не благодаря тому, что сделал Бог, а благодаря тому, что делает для Бога человек. All heresy has that in common. Каждая ересь содержит в себе этот элемент. Demonic doctrine may shift and change shape. Вот это бесовское учение, оно может видоизменяться. But it always denies the gospel. Но оно всегда отвергает Евангелие. And so you have to guard on all sides. Поэтому нужно быть осторожным. Otherwise, while you're on guard against legalism, you'll be attacked by libertinism. Потому что иногда, когда мы стоим на стороже против легализма, мы не обращаем внимания на эту свободу. Or while you're fighting enemies on the outside, error will arise from within. Или когда мы сражаемся с врагами снаружи церкви, то заблуждение появляется изнутри. So true discernment requires us to be vigilant on all sides. Поэтому мудрый человек поступает осторожно на всех фронтах, если можно так сказать. Arianism arose in a climate where, and in fact, the person who invented Arianism had already gained a reputation as someone who refutes error. И следует отметить, что арианство и вообще сам человек, который придумал арианство, пользовался репутацией человека, который борется против лжеучений. Arianism was a reaction against those who said that God the Father and God the Son were actually the same person. Арианство, это была реакция на то учение, которое говорило о том, что Бог Отец и Бог Сын это одна и та же личность. Arius fought that idea. Арий сражался с этой идеей, не истиной, а лжеистиной. But he went too far in his refutation. Но опровергая эту истину, опровергая это лжеучение, он зашел слишком далеко. He said not only are Father and Son not the same person. Он сказал о том, что не только Отец и Сын не являются одной личностью. They're not the same in any way. Они вообще не похожи друг на друга. Because Jesus is not God. Потому что Иисус не Бог. He said Jesus is a high person, the highest of all archangels. Он сказал, что Иисус Христос наивысший из всех архангелов. But he's not God. Но он не Бог. So that was the genesis of this error. Поэтому так зародилось это лжеучение. The Arian controversy came on the scene at a very crucial time in church history. И это арианство, это лжеучение зародилось в церкви в очень важный момент ее развития. And of all the heresies we're going to look at, this one I think is the most instructive.
И what do you mean? We learn the most lessons from it. Ага. И из всех ересей, которые мы рассмотрим с вами, мне кажется, что из этого лжеучения мы можем сделать больше всего выводов для себя. Arius is sometimes referred to as the arch-heretic. Ария иногда называют архиересиархом, архиеретиком. Because he embodies everything all heretics are. Потому что он является воплощением еретика, всем, кем еретик должен быть. And from the circumstances of this, we learn not only how to recognize error, but also how to combat it effectively. И поэтому из его истории мы можем увидеть не только, как следует выявлять лжеучение, но также и как следует с ним бороться. And so I want to look at this error in 3 points. Поэтому я хотел бы, чтобы мы посмотрели на него через 3 аспекта. First, I want to give you the historical setting. Первое — это исторический фон. Then we'll look at the heresy itself. Потом сама суть ереси. And then I want to recount for you the controversy that arose from this heresy. И потом спор, который возник в связи с этим лжеучением. So first, let's look at the historical setting. Итак, каков же был исторический фон? For the first 3 centuries after Christ's crucifixion, Christianity was a minority religion. На протяжении первых 3 столетий после распятия Иисуса Христа христианство было в меньшинстве из всех религий. For nearly 3 centuries, Christians lived under the threat of constant persecution. Практически 3 столетия христиане жили под постоянной угрозой гонений. But in the year 312, the emperor of Rome, Constantine, suddenly converted to Christianity. Но в 312 году римский император Константин внезапно обратился в христианство. A year later, in 313, he issued the Edict of Milan, В 313 году он издал Миланский эдикт, which for the first time ever granted tolerance to Christianity. который впервые узаконил христианство. And the Edict of Milan also gave Christians certain tax breaks. И Миланский эдикт также дал христианам определенную свободу от налогообложения. And so the effect of that was an incentive for Roman citizens to follow their emperor in converting to Christianity. И таким образом император желал стимулировать своих подданных обратиться в христианство. And Christianity began to become the de facto religion of Rome. И христианство начало становиться главной религией Рима. Right after he was converted, Constantine won some amazing military victories. Сразу же после своего обращения Константин одержал несколько удивительных военных побед. Rome had fallen into times of decline and division. Потому что в то время Рим впал в упадок, и его разрывали споры. And Constantine was able to reunify Rome for the first time in generations. И впервые за много лет Константин смог снова воссоединить Рим. So his career was going well, everything was going well for him. Поэтому его карьера как императора, она пошла наверх, и все как бы хорошо. But then he learned that within the church there was strife. Вдруг он услышал о том, что в церкви тоже есть какие-то споры и разделения. The Arian controversy was already beginning to bubble to the surface. И это как раз были споры насчет арианства. Here's how it came about. Что же произошло? At the end of the 2nd century, you had these people denying that God the Father and God the Son were distinct persons. В конце II века появились учителя, которые отвергали тот факт, что Бог Отец и Бог Сын являются разными личностями. It was a heresy. It was a false teaching known as Sabellianism. Это лжеучение называется савелианство. We're not going to spend a lot of time on Sabellianism, but here's the gist of what they believed. Мы не будем много говорить о савелианстве, но в чем суть складывается того, чему они учили? They emphasized the unity of God. Они подчеркивали Божье единство. To the exclusion of the Trinity. Настолько, что исключали Троицу. They said there's one God, but he appears at different times in different modes. Есть один Бог, который является в разное время, в разных проявлениях. So this error is also known as modalism. Также это называется модализм. Sometimes they'll say he appears in different manifestations. Иногда они говорят о том, что Бог является в разных манифестациях. But the idea is this.
Но в чем как бы суть? In the Old Testament, he was Jehovah, a father figure. В Ветхом Завете он был Иегова, он был Отец. In the New Testament, he appears as the Son. В Новом Завете он Сын. And now in the church age, he functions primarily in the role of the Holy И Spirit. теперь в эпоху Церкви он Дух Святой. But the Sabellians said that's one God and one person. Но савелиане утверждали, что есть один Бог в одной He личности. simply appears in these different manifestations. Он просто открывает себя в этих разных манифестациях. This error, Sabellianism, is alive and well today as well. И есть и сегодня сторонники савелианства. It's the doctrine of oneness Pentecostals. Это пятидесятники и единственники. One of the most famous preachers in America holds to this error. Один из самых популярных проповедников Америки является сторонником этого заблуждения. He's a preacher on television called T.D. Jakes. Да, по телевизору он выступает, его зовут T.D. Jakes. And he is sadly accepted and recognized by lots of mainstream evangelicals. И, к сожалению, его признают многие сторонники евангельского движения. But he actually holds to this doctrine of Sabellianism. Но он является представителем савелианства. Now, when we first meet this man named Arius, he is being ordained as an elder in the church of Egypt. Итак, знакомясь с Арием, мы встречаем его в первый раз, когда его рукополагают на служение в Египте. He was ordained in the year 311. Он стал епископом в 311 году. So if you're following the timeline, that was 1 year prior to Constantine's conversion. Это было за год до обращения Константина. Arius comes on the scene dressed as an angel of light. Арий появляется на сцене как бы в костюме ангела света. He's a churchman and an elder. Он пресвитер церкви. He is a young man who is brilliant. Он молодой человек, который наделен уникальным интеллектом. And he is an opponent of heresies. И он враг ереси. He argued forcefully against Sabellianism. Он серьезно боролся против савелианства. Now, he was the sort of elder who was a second tier down from the top guy in his church. И в своей церкви он был как бы вторым по рангу. The archbishop in Alexandria, Egypt, to whom Arius was accountable, was a man named Alexander. Архиепископом города Александрии, в котором, вы знаете, в этом городе, в Египте, в котором жил Арий, был человек по имени Александр. Alexander was a godly man and an orthodox teacher. Александр был благочестивым человеком и сторонником правильного учения. Arius overheard him teaching that Jesus shares the very same nature as God the Father. И в один день Арий услышал о том, как Александр преподает учение о том, что Иисус Христос и Отец разделяют одну и ту же природу. And Arius accused Alexander of teaching Sabellianism. И Арий обвинил Александра в савелианстве. Because Arius thought the only answer to Sabellianism is to teach that Jesus is totally different from the Father. They even have a different nature. Потому что Арий настолько увлекся борьбой с савелианством, что говорил о том, что лучше всего это продемонстрировать тем, что сказать, что они они абсолютно разные. Они настолько разные, что у них даже разная природа. So, in other words, Arius thought that the correct answer to Sabellianism was to go to the opposite extreme. Поэтому Арий нашел для себя решение проблемы савелианства, ударившись в другую крайность. And it meant that he denied the deity of Christ. И это значит, что он отверг божественность Христа. Now, at this point, I want you to learn one Greek word. Сейчас я хочу, чтобы мы вспомнили одно греческое слово. And even if you don't know anything about Greek, this is an important word. Если вы даже не знаете греческого языка, вы должны знать это слово. The word is homoousia. Есть такое слово homoousia. I don't need to spell that. You can write it out there if you want to. Ну, вы все знаете, да, это слово. Не надо писать его на доске. So you know that word? Yes, yes. Okay. That's from two Greek words. Оно взято из двух греческих слов. Homo, which means the same. Homo значит один. Ousia, which means substance. Ousia это сущность. So homoousia is the Greek word for one substance. Homoousios это единосущный. Alexander was teaching that the Father and the Son are consubstantial, that they are homoousia of one substance. Александр учил о единосущности Иисуса Христа и Бога Отца, о том, что у них одна сущность. Now this created a conflict because when Arius accused Alexander of teaching Sabellianism, Alexander, who was Arius's boss, excommunicated him.
Ну, тут возникает конфликт. Когда Арий начинает обвинять высшего по рангу в ереси, то, естественно, Александр отлучил этого Ария от церкви. Now, I'm going to tell you the story. Расскажу вам историю. And as a cast of 6 people. В этой истории 6 ключевых лиц. 2 of them you've already met. Двое из них вы уже знаете. First is Arius, the man who gave his name to this heresy. Первый Арий, в честь которого названа эта ересь. Second is Alexander, who was bishop of Alexandria. Второй это Александр, который был епископом города Александрия. He sparked this controversy by excommunicating Arius. Он подлил масло в огонь, когда исключил из церкви и отлучил Ария. And the third you've already met as well, Constantine the Great, first Christian emperor. Третий это Константин, великий император христианский. Now, 3 other characters you haven't met yet. Еще осталось 3 действующих лица в этой истории. One is Eusebius of Caesarea. Первый это Евсевий Кесарийский. Eusebius is the famous church historian. Евсевий Кесарийский это знаменитый историк. He was a friend of Arius. Он был другом Ария. He was tolerant of Arian doctrine and at one point at least partly sympathetic to the heresy. И поэтому он был не только толерантным, но в одно время даже был сторонником этой ереси. It wouldn't be fair to class him as an Arian because he never really embraced the heresy, but he was a sympathetic friend to Arius. Ну, нельзя сказать, что он был на 100% арианином, потому что он никогда не признавал этого учения полностью, но он был другом Ария и поэтому симпатизировал ему. So that's Eusebius of Caesarea. Этого человека зовут Евсевий Кесарийский. Here's where it gets a little bit confusing. Здесь станет немножко труднее запомнить. Because the 5th person you need to meet is also named Eusebius. Пятого человека тоже зовут Евсевий. This is Eusebius of Nicomedia. Это Евсевий Никомедийский, из города Никомедия. This other Eusebius was in league with Arius all the way. Этот Евсевий был основным сторонником Ария. He was one of the behind-the-scenes leaders of the Arian faction. Евсевий Никомедийский был главным, если можно так сказать, политическим лидером этого So keep straight in your mind the difference between the 2 Eusebiuses. Поэтому запомните, что было 2 Евсевия. One we'll call Eusebius the Arian. Одного мы будем называть Евсевий Арианин, and the other one we'll call Eusebius the historian. Второго Евсевий историк. The historian is the famous one. Историк из них более знаменит. Now the 6th person is the hero of our story. Шестой это герой. He is, we have yet to meet him. His name is Athanasius. Афанасий. And it was Athanasius who in the end became the human instrument by which God graciously kept the whole church from sliding into this heresy. И в конце концов Афанасий стал орудием в Божьих руках, при помощи которого Бог остановил эту ересь, в которую уже погрузилась полностью вся церковь. At one point, Athanasius had to take a stand alone against almost everybody else in the whole world. И было время, когда Афанасий практически был единственным епископом во всей Римской империи, который боролся против арианства. То есть все остальные были ариане. When practically every other bishop in the church had either compromised with Arianism or embraced Arianism, Athanasius was the only one who held out. Из всех епископов, как я уже сказал, которые либо пошли на компромисс с арианством, либо приняли арианство, Афанасий был единственным, кто, не покладая рук, боролся против этого лжеучения. There's even a famous Latin slogan that's associated with his name. Даже Афанасию посвятили известный латинский слоган. It's Athanasius contra mundum. Афанасий, против мира, contra mundum. And it means Athanasius against the world. Афанасий против мира. And I'm grateful that he was willing to stand against the world in defense of the Christian faith. И я очень рад и благодарен ему за то, что он встал против мира в защиту христианского учения. And this is one of the most amazing stories you'll ever read in church history. И это одна из самых удивительных историй во всей истории церкви. Now, bear in mind the chronology. Arius is ordained in 311. Итак, вспомним хронологию. Арий рукоположен в 311 году. Constantine is converted in 312. Константин обращен в 312 году. Less than a decade later, around 318 or 319, Arius declares that his bishop, the godly Alexander, is teaching
a heresy, Sabellian modalism. В 318 году Арий обвиняет Александра в савелианстве. And so, after first trying to reason with Arius, И поэтому сперва, пытаясь как бы беседовать с Арием, Alexander convenes a council and he excommunicates Arius. в конце концов Александр созывает собор, который отлучает Ария от церкви. That was about 321. Это 321 год. So, Constantine has been a Christian for just under a decade. Поэтому Константин обратился в христианство около 10 лет назад. Constantine his wars are over. He's beginning to enjoy the fact that he has managed to reunite Rome. Константин успокоился, наслаждается тем фактом, что он воссоединил Рим. The empire is finally at peace. Империя наконец-то наслаждается миром. Constantine had won every battle he'd ever fought. Константин победил во всех своих сражениях. He had embraced Christianity, and now he wanted to bring prosperity back to the Roman Empire. Он принял христианство и теперь хотел снова принести процветание в империю. And so he was amazed and appalled when he discovered that several bishops in the church were fighting against one another. Поэтому он очень неприятно удивился, когда узнал о том, что некоторые епископы спорят друг с другом. This disagreement between Arius and Alexander had become the subject of debate and dialogue throughout the eastern half of the empire. И этот спор между Александром и Арием захлестнул всю восточную часть Римской империи. From Egypt to Palestine, от Египта до Палестины. The discussion in the marketplace even centered on this theological debate. Люди даже на рынках говорили о этом богословском споре. Constantine was deeply troubled to learn that the church wasn't unified. Константину было очень неприятно узнать о том, что в церкви нет единства. And so he did something totally unprecedented. Поэтому он сделал что-то абсолютно беспрецедентное. This Roman emperor intervened in a theological dispute. Римский император вмешался в богословский спор. He wrote an open letter to both Arius and Alexander. Он написал открытое письмо Арию и Александру. And that letter was a plea for the two of them to get together and settle their differences. В этом письме он попросил их примириться. He said this. Он написал следующие слова. This is an exact quote. He said, "Give me back my quiet days and carefree nights. Верните мне спокойные дни и тихие ночи. Don't let me spend the rest of my days joylessly." Не заставляйте меня провести оставшуюся жизнь без радости. And so you can see this was an emotion-filled letter. Мы видим, что это было эмоциональное And письмо. he appealed to them to set aside their differences and drop this debate over doctrine. Он попросил их просто отложить этот спор. In essence, he was pleading with them to say, look, external unity is more important than sound doctrine. По сути, Константин говорил о том, что внешнее единство важнее здравого учения. Now, there are a lot of people today who have that same perspective, aren't there? К сожалению, сегодня много людей думают подобным образом. They think that no point of doctrine, no matter how essential it is to the gospel message, no point of doctrine is worth fighting over. Они думают, что нету какого-либо учения, насколько бы основополагающим оно не было, ради которого стоило бы ссориться. And that sounds amiable and tolerant and open-minded. И это звучит очень так толерантно. And there were countless people in Constantine's day who felt the same way. И многие люди в дни Константина думали подобным образом. After all, Constantine had just ended persecution against Christianity for the first time in history. В конце концов, кто, как не Константин, прекратил гонение христиан? The Первый раз в истории. church now had this unprecedented opportunity to flourish and grow and prosper throughout the whole of the Roman Empire without any kind of government oppression. Теперь церковь имела эту беспрецедентную возможность процветать и развиваться по всей Римской империи без какого-либо гонения. So was it right for the peace of the church to be destroyed by internal strife at just this moment? Поэтому представьте себе, как трудно было поверить в то, что мир в церкви может быть уничтожен этим внутренним спором. And we can sympathize with those concerns. И